Неделю назад проходил, здесь было наледь жидкая. Едва не провалился. Наледь. В этот раз хоть и теплее, но зато промерзло. Снега, кстати, спрашивали, маловато. Сейчас померим. Опора. Ну вот. Сейчас измерим. Расстояние у меня вот между пальцами, мизинцем и большим, 22 сантиметра. Раз, два. Это 44. Ну, еще порядка 20. То есть 60 сантиметров точно снега. Это вот рядом с тропой на открытом месте, так относительно открытом месте, в пойме реки. Подхожу к более плотному лесу, более с открытого места вот выхожу. Захожу в лес, и вот на границе леса, рядом с тропой, прям совсем рядом вот тропа, и здесь ночевал рябчик. Конечно, не сегодня он вылетел, а пару дней назад это было. Но нас тут не было в этот день. И вот в лесу, сколько зашел в лес, здесь снега уже гораздо меньше, конечно. Вот всего сантиметров 40, не больше. Тропа пересекает след достаточно крупного копытного, скорее всего, изюбрь. Тоже, конечно, не свежий он след этот, но, наверное, как раз после меня прошел неделю назад, потому что я такой след не видел, сразу бы заметил. Нет, изюбрей тут уже давно я следы не видел. По осени на камеру попадалось два хороших самца. Выходили вот зимой. С присутствием крупных копытных здесь, конечно, туговато. Еще один след. Пересекаю лэп. И тоже очень крупный след. Видимо, все-таки или лоси тянулись сюда. Только что Янда залаяла. Ну, сразу не понял, на кого лает. Что обычно она лает только у нас белку с соболем. Когда она замолчала, услышал характерное креканье глухаринное. Даже сначала не понял, удивился, никогда не лаяла. А тут оказалось, что глухарь взлетел буквально метров 50, наверное, пролетел на ту сторону реки, улетел. Где-то вот здесь лаяла. Видно, забежала. Не знаю, взлетел или сидел на дереве. Скорее всего, сидел.
Ты как его? Нашла-то. Второй раз за неделю, можно сказать, проворонил глухаря. Первый раз неделю назад, когда выходил из леса, под снега прямо взлетел глухарь рядом буквально. Когда собаки не было рядом. Она как раз что-то занималась там следами какими-то. Но он так отлетел недалеко и сел хорошо. Она даже не полаяла, потому что не видела его, не слышала. Ну вот зато сегодня хотя бы взлаяла, несколько раз успела, пока он, видимо, сидел. Уже подхожу к зимушке. Вышел на начало путика. Два вида капканов стоит. До зимовой отсюда стоят капканы Агафонова. Выше стоят капканы проходные КП-120. На приманках в основном птицы, которые попались после первой насторожки. На первую насторожку ставил на приманку головы, лапы, крылья, внутренности. Специально с соседней охоты оставил на приманку. Ну вот пока на них, можно сказать, попались только птички, кедровки да сойки. Второй капкан. Тоже сойка висит, вся приманка на месте, капкан насторожен. Интересно здесь то, что, видимо, приманки к капкану подходила кабарга, след кабарожи. Шла моей тропой как раз, потом вот ушла сюда в сторону. Что я тут заинтересовал? Не знаю, вид птицы вот это, видимо, в перьях, что ли? Что-то причуяла собака. Что ты тут нюхаешь? Непонятно. Кого? Причуяла или что? Следов никаких не видно. Ничего я не слышал, сколько тут взлетал. И она стоит и смотрит наверх. Какой-то запах, видимо, наносит. Ну пошли. Хочу показать, почему решил все-таки здесь капканы поставить. Именно в этом распадке. Осенью как-то выходил зимой я. Решил пройти по затескам. От зимой начинается незаметная тропинка начиналась, и затески шли. Я прошел по ним некоторое расстояние. Дошел вот до этого места. Ну, снега, естественно, тогда не было, поэтому было все более видно. И вот увидел прямо с тропы, с тропинки. Дворик тут был. Старый дворик. То есть когда-то здесь ставили капканы. Кто-то. Вот он. Такой из загороженный из сухих веток, сучков. Я он ставил капкан. Ну, то есть тут был путик. Но я для себя решил, попробую, тоже поставлю капкан. Ничего ценного, особо ценного не попалось, кроме вот птиц, которые использовал на ту же приманку. Ну и ласка. Еще один капкан. Ох, я чуть не упал совсем рядом уже с зимушкой. Вот как раз еще висит у меня голова и крыло с самого начала охоты. Как повешал, так они и висят.
Температура всего минус 6 градусов по Цельсию. Теплынь. Здорово, хозяин. Добрались. И в этот раз без приключений. Так как у нас время еще есть, сейчас сходим с собакой, проверим путик до конца и уже потом будем отапливаться и обустраиваться на ночлег. Сейчас быстренько попью чай с термоса, глотну стаканчик и побежим наверх. А уже потом вернемся и будем готовиться ко сну. Сегодня тепло, собака даже не заходит, а то неделя сразу забежала в избушку на свое место под кровать. Быстренько попьем чай. Возьмем топор. Маленький рюкзак возьмем. Большой этот не таскать. Варить чай. Ужин будем уже вечером. Топор возьму на всякий случай. Мало ли, загонят соболя на дерево собака. А я без топора. И даже термос с собой возьму. На всякий случай. Фонарик в кармане лежит. Спички есть. Вот еще документы надо закинуть. Как там в песне поется? Про охоту на уток. Патроны, ружье, патроны, спальник, да, охот-билет. Есть такая песня в исполнении нашего преподавателя Иркутского факультета охотоведения Юрий Евгеньевич Вашукевич. У него есть песня про утиную охоту. По 100 патронов дроби, к ним ружье, палатку, спальник, да, охот-билет. Самые важные документы на охоту должны быть при себе. Лежит, спички лежат. Уже третий капкан. В дворе как стоят проходные капканы. Приманка там еще какая-то вроде есть. Мыши, наверное, еще шебуршат там. Может и попадет когда соболь. Пару недель еще оставлю стоять. Единственный минус, который здесь я обнаружил на этой самой тропе, по осени, когда ходил по ней, несколько петель нашел. Прямо на тропе установленных, там сделан небольшой солонец был. И, видимо, на подходах к нему ставили петли. Ну, вероятно, охотник ходил без собак, поэтому он так относился к этому делу. Вот я тут снял 2 или 3 даже петли. Не люблю петли. Просто считаю, что это ну прям совсем зверский способ добычи. При этом еще собаки часто попадают. У меня у самого в прошлом году собака попала. Как раз янда. Попала в петлю, установленную на кабаргу. Вот собака попала в петлю, установленную неизвестно кем. Тропа. Через тропу брошено перерубленное дерево. Прикрепленной петле. Собака вот попала только что. Вот такое сооружение здесь. На тропе, прямо на путике. Обнаружил я по осени. Сначала решил, что это какой-то самолов стоял. То есть сделана крыша вроде как от снега.
Но потом в процессе изучения более подробного выяснилось, что это был солонец. И солонец именно для охоты. Сюда насыпали соль. Нашел здесь рядом пакет из-под соли. А в округе вот на тропе, на этой прямо, это, по-моему, даже вот на этих березках были привязаны петли. Здесь на подходе с этой стороны и с этой стороны. В общем, какой-то нерадивый охотник, ну, видимо, тот самый, который здесь и ловил соболей до меня, таким способом добывал здесь себе пропитание. Вернулись уже. Ям, два лежит. Обмерз ошейник, антенна. Сегодня тепло, шерсть забивается у собаки. Намерзает лед на лапах, между пальцев. Ну пойдем, дом заходи. Янда, пошли, заходи. Иди на место, пошли. Вот, молодец. Поехали, сейчас спичку затопим. Иди, Янда. Янда. Иди на место. Место. Вот умница. Уже место свое знает. На место иди. Под кровать иди. Похвалил только. А? Иди на место. Иди на место. На место. Вот молодец. Вот так. Вот умница. Надо сходить за водой, по воду, точнее за льдом. Уже дымит вовсю. Труба разгорелась, печка. Сейчас поставим чайник. Натопиться. Пока топится печка, надо максимально растопить лед, чтобы потом не мучиться. Не ждать долго. А так вода будет стоять, даже тепленькая. Помочь тоже можно. И приготовить быстро. Не ждать пока растопит вода. Тише. Ну ты что роняешь ты, пряник? Ешь. Не осталось еще много квашеной капусты, поэтому будем тушить капусту с мясом, с тушенкой точнее. Попробую капусту отсюда не тащить домой. А так как скоро весна, она начнет таять. Надо ее спасать. Тушенка сегодня снова местного производителя. Будем поддерживать местных производителей. Зачем нам поддерживать не местных? Жир отсюда возьмем. Тушенки. Так, лук
лук обжаривается уже. Сейчас добавим мясо. Тушенку точнее. Куски хорошие. К вопросу о том, сколько снега у нас бывает. Решил перебрести реку. Немного не там, где обычно переходил. Вот посох. Тот же самый посох, что и вчера. Взять его немного. Измерим также. 22, 44, 66, ну, пускай даже 80 сантиметров.
И это еще не самое глубокое здесь место. Пока переходил, и по пояс здесь провалился даже. Это пойма, самая пойма реки. Ерник. И вот тут-то снега, наверное, максимальное количество. Осталось мне метров 150, наверное. Там должна быть дорога под тем берегом. Буду надеяться, что там хотя бы колея какая-то есть. Как и предполагал, перешел пойму реки и вышел на дорогу. Совсем недавно проезжала здесь машина. След отличный, твердый. Сейчас дойдем быстро. О том, насколько пластична косуля. Иду по дороге, и передо мной недавно прошла машина. Ну, может быть, вчера вечером, может быть, даже сегодня утром. И уже по этому следу прошло несколько косуль. 2 или 3 штуки идут прямо по дороге. При этом вот совсем рядом, ну, метров 20, железная дорога проходит. А вот еще дерево упавшее. Вот заскочило одно недавно совсем. Да. Вот они здесь кормились. Наверное, все-таки это было рано утром. Вот здесь в завалах в этих бродили, ели листву. Вот железная дорога. Вот такие тут косули бесстрашные. Добрался до станции. Пью чай. Жду электричку. Янда, ой. Ну ты чё, кушай, пряник, кушай. Кушай. Ну все, заелась собака. Даже пряники не ест. Кушай, кушай, кушай. Вот так вот. И корми вас после этого. Я видел тут, что у собаки лапы. Вот так стали выглядеть. Ободралась. Но когда выдирала лед, это просто об снег жесткий. Кушай, кушай, да, кушай. 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 Кушай.